Развал коалиции Pandemic Horde определенно войдет в историю как событие, в котором не стало одной из самых крупных коалиций галактики и в онлайн. Кто бы мог подумать, что десятки тысяч персонажей и тысячи реальных игроков покинут Дрон-регион и вступят в совершенно другие образования, а сами Дрон-реги объявят новые территории для зарождения небольших нультек коллективов. В этом видео мы разберем события минувших дней, обсудим новости более детально и поставим финальную точку на истории Панфама как коалиции. Не забываем поддерживать контент вашим лайком, не буду тянуть, поехали. Сперва стоит рассмотреть, кем же являлась Панфам коалиция и насколько этот коллектив влиял на всю глобальную карту и в онлайн. Состав основного альянса коалиции Pandemic Horde превышал 60 тысяч персонажей. Основной же локацией проживания коалиции Хурды были регионы дронов. Собрав вокруг себя менее многочисленные образования, такие как Northern Coalition, Солярисов, Mahist Army, Hold My Props и другие коллективы, коалиция Панфама долгое время удерживала все дрон-реги. Панфам же имел долгую и многолетнюю историю. Орда активно участвовала в самом крупном противостоянии коалиции минувших лет — Великой Пчелиной, атаковала силы Империума на границах и активно участвовала в политике нуль секторов все прошлые годы, являясь крупнейшим коллективом всей игры долгое время. Пандемики или же Альянс Pandemic Horde были настоящим локомотивом всего своего объединения во главе с их лидером Гоббинсом, удерживающих в пике своего могущества больше 10 регионов и в онлайн, и плотно закрепившихся на востоке карты в дрон-регионах. Здесь стоит сделать важное дополнение. Гоббинс в принципе славился тем, что был дипломатом, менеджером, но не каким-то активным игроком в онлайн. Последний андок его основного персонажа в PvP был аж в прошлом году. В основном лидер подобного уровня занимался альянсовым менеджментом многотысячной коалиции, и возможно именно это и сыграло важнейшую роль в нашей текущей истории. Последний год у Панфама явно были проблемы. После переезда Империума из Дельва в Ангел-регионы стало лишь вопросом времени столкновения двух сильнейших коалиций игры — Панфама и Империума. И если имперцы — это как викинги, которые были готовы преследовать Панфам даже после их бегства из дрон-регионов, то вот у Хурды их тряска за исключительно победоносные нарративы превысили все возможные границы. Любое их отступление или проигрыш всегда выворачивался на то количество кораблей, уничтоженных у противника. Ну, мы же уничтожили вам на целых 100 кораблей больше, значит победили. Вы, главное, мои зрители, не задавайтесь такими вопросами: а сколько ассетов сгорело в столичном Кипстаре многотысячной коалиции, или сколько титанов было уничтожено за пару дней темпа от Империума. А если кто-либо пытался отправить проигрышный БР в канал отчетов Панфама, то ему напоминали важное правило: не стоит распространять гуновскую пропаганду. Ну а сотрудники безопасности Хурды, или как их называют в коллективе шерифы, на полном серьезе написали одному из ютуберов Орды с просьбой не афишировать возможный уход Гоббинса в CP Games, что только подлило масло в огонь. Конфликт же между Ордой и Империумом возник не на пустом месте и длился уже многие годы, но на новый этап, так скажем, эскалации вышел буквально несколько месяцев назад и начинался с атаки гунов на приграничные территории Орды. Хурда делает ход конем и просто бросает свои буферные зоны, сперва территории в регионе Инсмазера, а затем и в регионе Кэш. Да забирайте вы их, они нам особо и не нужны были. Панфам выставляет все свои силы на границе Этериум Ричу, укрепляя тем временем другими образованиями вытянутую границу со стороны The Spire и региона Outer Passage. Среди же комьюнити начинают активно ходить слухи, что вот-вот ближе к Новому году 25-го имперцы перейдут в крупномасштабное наступление. Но внезапно, одним прекрасным и ужасающим днем 5 ноября, Гоббинс пингует следующий пинг: ребята, мы собираемся сделать что-то радикальное. Pandemic Horde покидает коалицию Панфама. Также Хурда уходит из дрон-регионов, мувопс начинается незамедлительно, мы будем работать с энитами для захвата нового дома. Лицом мемберов, даже не предполагавших эвакуацию, представили. Ах да, сам же Гоббинс потом объявляет, что он устал и уйдет после мувопса из игры.
столь быстрых событий в онлайн не было очень давно. Эффект от пинга был просто разрушительным. Союзники Хурды поняли, что их по факту бросают, и бросают в прямом эфире, прямо сейчас. Хурда, сильнейший союзник, уже собирает чемоданы и вот-вот собирается отпрыгивать из дрон-региона. Чтобы вы осознавали масштабы, представьте, что пандемики — это поезд с несколькими вагонами союзников. И тут внезапно локомотив отделяется от основного состава, желает вагонам удачи и сворачивает на другой путь. А что же происходит с вагонами этих союзников? Да они несутся прямиком в пропасть к Империуму, которые также не остались в стороне. Эти трусы не уйдут просто так. Кратко и жестко флиткомы имперцев комментируют события у Хурды. Тысячи гунов вторгаются в пространство дронов и тут же поднимают кемп столичного кипстара Хурды, аналогов которых не было за многие годы игры и в онлайн. Представьте, что ваша коалиция анонсирует многотысячный переезд, но не по чистому маршруту с прикрытием, а по системам, где прямо сейчас загоняют все логистические дорожки, где после каждого гейта вас ждут охотники за наживой, а ваш столичный кипстар, главное хранилище вашего имущества, закрыт десятками бублей и находится в осаде многотысячного флота противников. 5 титанов, каждый стоимостью больше 200 миллиардов исков и несколько мазершипов, так и не прорываются через эту ловушку, навсегда оставшись в реками в холодном космосе этой системы. Дредноуты отбампывают Сандока и уничтожают супера, неправильно рассчитав дистанцию, вытапливают за пределы безопасного тезера и ловятся противником. Десятки и сотни кораблей обычного класса уничтожаются по пути к НПЦ-региону Винал, куда и направляется огромнейший караван Панфама. Вернемся же к столичной системе пандемиков, где несколько дней без остановки поддерживалась осада кипстара Орды. Никто не должен был сбежать из этой ловушки. Все ассеты данного кипстара должны были упасть в лоу-сектор. По механике игры именно туда ассеты отправляются после уничтожения структуры. Имперцы даже разместили огромный многокилометровый космический, прямо над десятками и сотнями бублей, закрывавших кипстар практически полностью. А в это время игроки из Орды, собрав все свои вещи, пытались сбежать из дрон-региона, который уже начал тонуть. Регионы горят, структуры загнаны в финальный реинфорс. Происходит глобальный каскад всех территорий, сравнимый только с падением Fire коалиции в Ангел-Реге, о котором у меня, кстати, есть отдельное видео на этом канале. И хоть тогда, много лет назад, русскоязычная коалиция все-таки смогла выбить себе дорогу для эвакуации, то Панфаму никто не торопился помогать. И ниты просто не могли помочь настолько далекому от них новому союзнику, которому еще нужно было как-то перетащить свое огромное имущество. А вот гуны и фраты уже были готовы принимать караваны ассетов. Одни закрывают дрон-реги и контролируют вывоз ассетов, принимая их на Андоке и поддерживая осаду. А другие, имею в виду Фратернити, готовы принимать их уже по пути в новый дом. А я напомню, что игроки в нулях очень часто обрастают просто колоссальным количеством ассетов. Дреды, запасы минералов, модули, чертежи. А ведь кто-то строил корабли, которые просто технически нельзя отменить. К примеру, Альянс Hold My Props перемещал порядка сотни с лишним дредноутов, но без потерь здесь тоже не обошлось. 2 супера погибают в разных частях дрон-региона. Часть дредов так и не добираются до нового дома, а прямо в Тинале на севере новых жителей принимают старые знакомые друзья, коллектив боссов. Вряд ли все это будет компенсироваться пилотом, сам же виноват, что попался. А на фоне мувопса живых игроков горит и уничтожается инфраструктура на десятки и сотни миллиардов исков. К примеру, Татара за 200 с лишним миллиардов исков с огромным ангаром различных ресурсов уничтожена имперцами. И это только верхушка айсберга, который горит прямо сейчас и гореть еще будет несколько дней. Но самая большая трагедия — это не многомиллиардные ассеты, не титаны и мазера, павшие на киллборду, а люди, игроки которых просто кинули и не смогли обеспечить безопасную эвакуацию. Сиюминутное решение Хурды обернулось настоящим безумием. Пилоты, движимые спасением всего нажитого непосильным трудом, уже не могли, да и не хотели оборонять и защищать ближних своих товарищей. Спасайся, кто может. Караван же пандемиков преодолевает границы дрон-региона и останавливается во входной системе Винала. Панфам устанавливает свой первый кипстар в Винале, целью которого выход Панфама на спасительные ренжи для дальнейшего отпрыга к нитам. Но гуны и Виндерко не дали такой возможности. Фраты, понимая, что сейчас к ним приедут сотни и тысячи воинов, которые будут вместе с нитами атаковать их территории, просто открыли бриджи на гунов и позволили им через Гименат подойти максимально близко к вражескому кипстару. Вот-вот мог бы случиться серьезный бой, который мог бы определить дальнейшую судьбу всей коалиции Панфама. Либо они отбивают кипстар и проходят к нитам, либо же теряют уникальную возможность быстро сбежать из дрон-региона с минимальными потерями. Но и тут пандемики не решаются дать бой. Флот Хурды и нитов расформированы. Флиткомы пингуют об отмене обороны кипстара. Спасительная для пандемиков структура уничтожается без какого-либо
эффективного сопротивления 2000 пилотов Винтерко. Последняя надежда Орды сгорает, отдаляя мувопс еще на несколько дней, которых у Орды попросту нет. И вот тут у пандемиков начинаются серьезные проблемы. Дрон-регион в огне, а пути дальше попросту нет. Фратернити готовы и ждут новых попыток прорыва, а гуны продолжают уничтожать инфраструктуру в тылу, не позволяя повернуть назад. Вернуться в дроны уже не выйдет, коалиция дала трещину, все вокруг горит и полыхает. Что же делать дальше? Лидер Панфама Гоббинс принимает решение. Все ассеты пилотов должны отправиться в лоу-сектор. В онлайне есть механика, позволяющая сохранить любые ваши ассеты в клайме. Вы можете отправить их в ближайший лоу-сек через механику сейф-ассетов, но вот получить вы их сможете только через месяц и только выплатив определенный процент за их выкуп. И многие пилоты не соглашаются с этим решением лидершипа. Карпа карпой, но мой титан дороже. У Панфама на фоне бегства начинается серьезнейший отток корпораций и коллективов. Корпорации, потерявшие десятки, сотни и даже порой триллионы исков, выбирают новых, более стабильных союзников. На момент монтажа этого видео из Pandemic Horde уходит практически 20 тысяч пилотов из суммарных 60 тысяч на момент начала конца коалиции. Потери в Намберсе свыше 1/3 всех пилотов, и это лишь только начало, ведь прошла только неделя. Уходят активные живые корпорации, которые мгновенно реагируют на любые изменения. А остаются, понятное дело, лояльные пилоты или основной состав Орды, плюс корпорации в АФК режиме, которые могут проснуться, как некоторые флиткому Хурды, и задаться вопросом: а что здесь происходит? У меня был отпуск в месяц, приезжаю, а тут ни Кипстара, ни Дронрега, везде какие-то нейтралы бегают, и флаг гунов красуется на нашем столичном айхабе. Что, черт возьми, происходит? С момента крушения Орды проходит целая неделя. Альянс уже теряет около трети своих пилотов. В недавнем первом бою Орда в американскую таймзону выставляет чуть больше сотни пилотов. По итогу Хурда, скорее всего, повторит судьбу тестов, лидершип которого в свое время, также устав от длительного противостояния Великой Пчелины, вступил в Панфам. После чего в следующие месяцы его коллектив был практически полностью поглощен самой Ордой, а численность флотов упала с 1000 игроков до сотен, а позже и даже десятков пилотов. И вот теперь история вновь повторяется, но уже с другими участниками. На фоне оттока численности пилотов довольно показательно наблюдать за ФК Орды, который прямо на стриме удаляет и в онлайн, или фриткомом капиталов и суперов, который вместо помощи в переезде почему-то выводил свои дреды и супера совместно с дипвотерами в лоу-сектор. Да, там англики сфоткали капитального ФК Орды, который вывозился отдельно от своего альянса куда-то в лоу-сек. А что же предпринимают союзники Орды на фоне падения коалиции? Northern Coalition, Солярисы и Стаканы переходят на сторону китайской коалиции Винтерко. И скорее всего в ближайшее время встретятся на одной стороне с фратами против инитов и Хурды, своих бывших лучших друзей и союзников. Вот так в онлайн, когда речь заходит о клайме и грядках, очень быстро ближайший брат-братан-братишка становится настоящим врагом, или же, как это звучит в переводе,敌人 Тем временем, уже по крайней мере 4 корпорации из Орды официально перейдут в иниты. Во всей этой истории, безусловно, иниты выигрывают очень много, уже став третьим по численности блоком игры. Так что можно поздравить инитов, теперь они в высшей лиге. Империум же сейчас на максимальном моральном подъеме. Если еще год назад Ашер вызывал вопросики на фоне ушедшего легендарного лидера гунов Митани, то теперь, думаю, всем стало ясно, что новый лидершип продолжит следовать линии Империума по тотальному уничтожению всех своих противников. Боссы начали Дрон-регион со стороны Тинала, тест Альянс в составе Винтерко захватывает половину Гимената, а в оставшиеся территории от Хурды начинают заезжать небольшие образования. А вот структуры Орды вовсю уничтожаются силами имперцев. На этом у меня все. Продолжаю и дальше следить с попкорном за сериалом и в онлайн. Не забудь подписаться, дабы не пропускать новые видео на моем канале. Всем безопасного полета или же fly safe, капсулируй.